Друзья, всем привет! Ножик от компании Ганзо, это моделька G711, ножик просто огонь, очень крепкий, где только он у меня не бывал и что только я им не делал. Это работяга. В основном, конечно, я его беру на природу. Какие бы я ни брал ножи для кухни, там еще для чего-то, этот ножик я беру всегда. Рубить, ломать, ковырять, просто неубиваемый нож. Какие-нибудь тяжелые работы он у меня выполняет всегда. Я им делаю, в принципе, все. У меня было ножей от Ганзо очень много, со временем я как-то от них избавился, остался вот только один. Самый любимый, самый крутой, который я не собираюсь продавать. Он мне очень нравится. Помимо того, что он крепкий, мощный, он еще, конечно же, очень удобный. И мне нравятся такого типа рукояти, изогнутые. Ну, во-первых, ножик, конечно, очень круто смотрится. Во-вторых, его очень удобно держать в руках. Им очень удобно работать. Благодаря такой форме рукояти очень удобно рубить. Я специально добавил на этот нож темляк. Он увеличивает длину рукояти. Ну, вот так вот можно его взять. В принципе, рубить очень даже удобно. Щепочек наколоть, каких-то колышков нарубить. В принципе, можно даже перерубать ветку, если с собой под рукой нет топорика. С ним нифига не случится. Замок в этом ноже очень мощный. Я не боюсь этого замка, не боюсь, что он сложится мне на пальцы. Если бы был какой-то другой замок, типа лайнер-лок, например, я бы не рискнул таким ножом что-нибудь рубить. В данном случае замок Axis Lock. Этот замок сделан так, что мне пофигу, я не боюсь этого замка. Ребят, ну, в общем, ножик очень классный. Если выбираете себе какой-нибудь такой ломик, советую присмотреться к этой модели. Очень ломовитый нож, но несмотря на все его ломовитости, он отлично режет. Обух толстенный, миллиметра 4, наверное, но он очень тонко сведен. За счет этого он не ломает, как многие ножи, а неплохо режет. Сталька мягковата, конечно, приходится править режущую кромку после каждых работ. Если сильно вызывает дискомфорт эта сталь, но очень нравится эта модель, можно, в принципе, приобрести оригинальный нож, с которого был содран этот дизайн. Ну и да, друзья, я сразу не сказал, для тех, кто не в теме, Ганзо это китайская фирма, и как мы все с вами знаем, китайцы не парятся, просто берут дизайн известных ножей и воспроизводят с небольшими изменениями. Я бы даже сказал, это не подделка, даже не реплика, просто очень похожий нож. Ну и все ножи у компании Ганзо в основном очень похожи на какие-то легендарные модели, каких-то легендарных брендов. Думаю, поэтому в свое время я и избавился от всех ножей от компании Ганзо. Просто потому, что их заменили их оригинальные собратья. В данном случае этот ножик очень похож на американца Benchmade 746 Mini Onslaught. В этом ноже сталька, конечно, помощней. Очень мне нравится, конечно, этот нож. Все никак не могу его купить. 2 раза уже откладывал его в корзину для покупки. И 2 раза меня сбивали какие-то другие модели. Но последний раз нужно было просто нажать кнопочку «Купить». И тут мне попался на глаза недавно вышедший Spyderco Paramilitary 3. Ну и сбил меня. Я заказал его. Любопытство взяло вверх. Но я обязательно обзаведусь этой моделькой. Очень мне нравится этот нож. Если вам нравится эта моделька от Ганзо, думаю, от Benchmade будете просто кайфовать. Хотя, думаю, конечно же, Ганзо все равно Benchmade не заменит. Ножик стоит $20. Этим ножом можно рубить, колоть, ковырять. В общем, его не так жалко. Если возьмете ножик за 200, будет жалковато его так использовать. Колоть, рубить, ковырять все равно будет Ганзо. В общем, как-то так, друзья. До новых встреч. Пока-пока.